Здравствуйте, в эфире программа «Территория гласности», и в студии у нас гость Алексей Навальный, адвокат, миноритарный акционер таких крупнейших государственных компаний, как Роснефть, Газпром и Транснефть. Добрый день. Добрый день. Алексей, вы известны в России как активный общественный и политический деятель также, и автор популярнейшего блога. И вот на днях запись, которую вы выставили в своем живом журнале, изрядно рассмешила даже тех журналистов и политологов, которые уже перестали смеяться от того, что видят, что происходит в России. Расскажите, пожалуйста, про эту историю с Роснефтью и правоохранительными органами. И действительно, в рамках своей деятельности по защите прав миноритарных акционеров я в том числе проводил исследования различных контрактов, с моей точки зрения, достаточно сомнительных, которые в том числе заключала компания Роснефть. Все данные были взяты из открытых источников, то есть если мы посмотрим СМИ, мы увидим, что, собственно говоря, не только у меня возникают вопросы, но и у журналистов и экспертов к ряду контрактов. В частности, Роснефть в 2005 году заключила контракт на поставку нефти государственной нефтяной компании, причем, как было указано, здесь она заключила в 2005 году по фиксированной цене $40 за баррель, после чего цена менялась значительным образом, а если цена фиксирована, то таким образом я, как акционер компании, как минимум потерял деньги на разницу в стоимости цены, а государство недополучило налоговых платежей. Так это или не так, возможности разобраться с самой Роснефтью у меня не было, потому что она просто игнорировала мои обращения, в связи с чем я просто обратился в правоохранительные органы, полностью реализуя свои права, и пробовал провести проверку. Это было достаточно давно, 1,5 года назад. Нужно сказать, что когда я обратился к милиции, они мне сразу сказали: ну ты что, с ума сошел, это же Роснефть, и вообще они нас на порог не пустят. Ну, вы же милиция, вы... Напомнили вы им. Странно слышать, что вас не пускают на порог, потому что я регулярно вижу, как вы там вышибаете двери, люди в масках, кого-то вытаскивают, затаскивают. Ну, все мы понимаем, что такое милиция. 1,5 года они этим занимались. И вот в очередной раз они мне прислали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И самое главное, им нужно было непосредственно из Роснефти затребовать документы. Так вот, мне официально начальники милиции, тут завизировано полковник милиции, майор милиции, полковник, еще один майор, то есть огромное количество старших офицеров милиции, они на полном серьезе отвечают, что они отказываются возбуждать уголовное дело, потому что, запросив документы в Роснефть в лице своего начальника службы безопасности посчитала нецелесообразным предоставление документов. Ну, то есть просто это смешно. Ноу-хау какой-то. Ноу-хау. Милиция приходит в коммерческую организацию и говорит: дайте документы для проверки. А мы считаем документы представлять вам нецелесообразно. После чего милиция дает честь, разворачивается и выносит постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Ну, факт для меня странный. А что дальше? Ну, что дальше? Я абсолютно уверен, естественно, что я это постановление отменю в прокуратуре или в суде, но здесь сам факт, то, что 1,5 года они в соответствии с законом милиции, они должны расследовать. У них стоит в головах, я не знаю, где-то еще просто маячок. Если они понимают, что это Роснефть, они знают, кто руководит компанией Роснефть, и они на первом этапе сразу говорят: мы ничего делать не будем, нас туда не пустят на порог, мы ничего сделать не сможем, а как только мы попытаемся что-то сделать, нас всех сразу уволят. Это они говорят в открытую. И уже даже не просто говорят в открытую, там, неформально, они просто пишут бумаги такие же, что, извините, нас начальник службы безопасности большой, но все-таки частной конторы просто там послал к чертовой матери. А вот цена вопроса. Вы, когда готовили бумаги, заявления, вы как-то посчитали убытки? Здесь речь идет, я не могу четко говорить о том, что, конечно, были какие-то убытки, но в любом случае цену вопроса мы можем определить, учитывая то, что контракт предполагал поставку 49 миллионов тонн нефти. То есть речь идет о миллиардах долларов. И мне смешно, когда кабинет, здесь сидят оперативники, их несколько человек в кабинете сидит, за одним столом активно идет какое-то расследование дела там, о пропаже, не знаю, 50 тысяч рублей, о каком-то мошенничестве. А здесь мне отказывают, когда я требую, чтобы они проверили дело о возможном хищении миллиардов долларов. Миллиардов, без преувеличения. А как вы это объясняете? Ну так, если, допустим, я думаю, что какие-то зарубежные бизнесмены и журналисты удивятся, не поймут этих российских реалий. Ну, все здесь достаточно просто, что ходить вокруг да около. Все звери равны, но некоторые равнее. Они очень четко понимают, что Роснефть – это компания, находящаяся под государственным контролем, которая непосредственно руководится господином Сечиным, который является председателем совета директоров.
который, как известно, там курирует, ну, до последнего времени курировал или сейчас курирует силовой блок. То есть они расценивают как некую, ну, в том числе такую экономическую опричнину. Эти люди делают все, что хотят, они и есть власть. И в этом смысле милиция скорее работает на то, чтобы сокрыть возможные нарушения преступления, а не чтобы расследовать их. А вас какие-то реакции поразили вот на уровне обыкновенных сотрудников милиции? Такие наблюдения со стороны? Вы знаете, чаще всего реакция одна. Они, конечно, говорят, там, делают страшные глаза, спрашивают, зачем это нужно, говорят, что это ничего из этого не получится, а потом где-нибудь в курилке или там в коридоре говорят, ну, молодец, мы тебя, конечно, очень сильно поддерживаем, ты бросился. Но это же ветряные мельницы, поэтому, ну, извини, конечно, но ничего не получится. Однако подобной реакции в отношении дела ЮКОСа «Открытой России» мы с вами не наблюдали. Вы знаете, я сразу хочу сказать, что я не являюсь каким-то большим фанатом Ходорковского, Лебедева и так далее. Мало того, я защищаю права миноритарных акционеров. У нас здесь не фан-клуб, я сразу говорю. Да. Дело в том, что при всем при том, какой там был бы Ходорковский и чем он сейчас занимался, в отношении него правосудие не действует. Мы видим, что вот им, да, вот этим вот людям, которые у нас нарисованы на этой фотографии, нельзя, а вот им в Роснефти можно. По большому счету, мои претензии к Роснефти, вот здесь занижение таможенной стоимости, уход от уплат налогов, это примерно то же самое, что вменяется Ходорковскому. Но мы видим, что в отношении Ходорковского там есть следственные группы, этим занимаются сотни людей в правоохранительных органах, сотни судей, сотни прокуроров, причем судьи, милиция и прокуроры действуют как одна группа. Здесь нет никакого разделения власти, они действуют на то, чтобы посадить его. А в отношении Роснефти есть один там, или два несчастных оперативника, которые там с побледневшим лицом говорят, нет, мы боимся. А как вы объясняете причину возникновения дела ЮКОСа? С чего оно началось? С той самой встречи в Кремле или гораздо раньше? Ну, я думаю, что несмотря на то, что Ходорковский, Лебедев и Невзлин и все остальные, по большому счету, они, конечно, выходцы из одной вот этой комсомольской тусовки, откуда и весь пошел какой-то бизнес новой формации, тем не менее, на каком-то этапе они нарушили такую парадигму, традиционную парадигму развития бизнеса. То есть принято там, инвестировать в милицию. В милицию, в ФСБ, ну там, в церковь. Я имею в виду даже скорее политические их намерения. То есть, проекты. Да, политические проекты. То есть, если крупному бизнесмену, если ты покупаешь милиционеров, из судей и так далее, это нормально. Давай, присылай деньги чемоданами неси в ФСБ или в милицию. Но если ты начинаешь как-то еще взаимодействовать там, с политическими организациями, пытаешься какое-то говорить, какое-то развитие гражданского общества, боже мой, это он сумасшедший, какое гражданское общество. И в этом смысле они вышли за вот эти флажки. Что стало там, формальным поводом? Но причиной, конечно, это активы. То есть просто, ну, компания, почему бы ее не раздербанить, не разорвать, не забрать себе. Вот, собственно говоря, и это и было причиной.